Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим один из самых известных и любимых десертов немецкой кухни – торт Шварцвальд, который многие знают под названием «Черный лес». Это удивительное сочетание нежного шоколадного бисквита, сочной вишни и воздушного сливочного крема уже давно стало настоящей классикой. Несмотря на довольно эффектный внешний вид, приготовить такой торт дома совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное – соблюдать последовательность и не торопиться. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Ну а сейчас давайте готовить. И начнем мы с подготовки вишни, которой нам понадобится 350-400 граммов, поскольку ей нужно время, чтобы хорошо настояться. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. Главное, чтобы это была ягода без косточек. В подготовленную вишню добавляем 60 граммов сахара и аккуратно перемешиваем, чтобы каждая ягодка оказалась в коконе из сахара. Теперь оставляем ягоды примерно на 2-3 часа при комнатной температуре. За это время сахар постепенно растворится, а вишня выделит достаточно много ароматного сока. Когда ягоды хорошо настоятся, сливаем вишневый сок в небольшой сотейник. Саму вишню пока отставляем в сторону. В вишневый сок добавляем еще 60 граммов сахара, слегка перемешиваем и ставим сотейник на плиту, где доводим сироп до кипения, чтобы сахар полностью растворился. После этого сразу же заливаем кипящим сиропом подготовленную вишню и аккуратно перемешиваем. По желанию, именно на этом этапе в миску с вишней можно добавить 1-2 столовые ложки рома или ароматного вишневого ликера. Теперь оставляем ягоды прямо в сиропе до полного остывания. А если время позволяет, рекомендую накрыть емкость пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь. Пока вишня настаивается, займемся шоколадным бисквитом. Для выпечки я использую разъемную форму диаметром 22 см. Дно формы обязательно застилаем пергаментной бумагой. Бока формы я ничем не смазываю, так бисквит будет подниматься более равномерно. Теперь растапливаем 80 граммов сливочного масла любым удобным способом и оставляем его на столе, чтобы оно успело немного остыть. А пока масло охлаждается, берем 6 яиц и разбиваем их в глубокую, сухую и обязательно обезжиренную миску. У меня, кстати, яйца категории S1. Также вы можете действовать по старинке, то есть разделить яйца на белки и желтки и взбивать их по отдельности. Добавляем в яйца небольшую щепотку соли и начинаем их взбивать миксером. Наша первоочередная задача – получить легкую воздушную, так называемую пивную пену. После того, как такая пена появилась, добавляем в яйца 180 граммов сахара, но не весь сразу. Сахар вводится постепенно в несколько приемов. Поэтапное добавление сахара предотвратит, во-первых, заседание яичной массы, а во-вторых, деформацию, так называемый ожог белка. Продолжаем взбивать яйца до тех пор, пока масса заметно не увеличится в объеме и не станет очень светлой и достаточно плотной. Теперь в будущий бисквит можно добавить зерна одного стручка ванили. Если натуральной ванили нет, ее вполне можно заменить хорошим ванильным сахаром или несколькими каплями ванильного экстракта. Сюда же добавляем 1 столовую ложку лимонного сока или четверть чайной ложки лимонной кислоты. После этого продолжаем взбивать массу еще примерно 2-3 минуты. В результате должна получиться густая воздушная масса, которая при стекании с венчика будет оставлять на поверхности отчетливый след, сохраняющийся несколько секунд. В отдельной миске соединяем 150 граммов муки, 30 граммов какао-порошка и 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем сухие ингредиенты, чтобы они распределились между собой более или менее равномерно. А затем через сито начинаем их постепенно вводить в яичную массу. После каждого добавления аккуратно перемешиваем тесто лопаткой или обычным венчиком, плавными движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность, которой мы так долго только что добивались. Именно благодаря этой воздушности бисквит получается легким и очень нежным. Когда все сухие ингредиенты полностью вмешаны, возвращаемся к сливочному маслу. Чтобы оно легче соединилось с тестом и не осело на дно миски, добавляем к маслу 2-3 столовые ложки готового теста и тщательно перемешиваем до полной однородности.
После этого масляную смесь переливаем обратно в основное тесто и такими же аккуратными движениями снизу вверх окончательно все объединяем. Готовое тесто сразу же переливаем в подготовленную ранее форму и отправляем бисквит в предварительно разогретую до 170-180 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Готовность, как всегда, проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выходить из бисквита абсолютно сухой. Готовый бисквит оставляем прямо в форме на столе примерно на час. За это время он немного окрепнет и его будет значительно легче извлечь. Затем аккуратно проводим ножом вдоль стенок формы, снимаем кольцо и полностью остужаем бисквит на решетке. Если вы хотите получить действительно красивый и аккуратный разрез, очень рекомендую не спешить и дать бисквиту время на созревание. Для этого полностью остывший бисквит заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник как минимум на ночь. За это время внутри него равномерно распределится влага, мякиш станет более стабильным, а разрезать такой бисквит на ровные коржи будет намного проще. А пока бисквит созревает, подготовим основу для нашего крема. Для этого нам понадобится 80-100 граммов белого шоколада. Ломаем его на небольшие кусочки и перекладываем в глубокую миску. Потом берем 200 граммов сливок жирностью не менее 30% и доводим их до кипения. Кипящими сливками сразу же заливаем белый шоколад и тщательно все перемешиваем до полного растворения шоколада. Отмечу, что шоколада можно использовать больше, около 200 граммов. В таком случае у вас получится классический ганаш, и вам не нужно будет в дальнейшем добавлять в крем сахарную пудру. Даем сливочной шоколадной массе полностью остыть при комнатной температуре, после чего накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь, чтобы сливки были максимально холодными. На следующий день достаем уже созревший бисквит и, если необходимо, срезаем с него немного выступающую верхушку. Ее потом можно будет превратить в крошку и использовать для украшения торта. Сам бисквит нужно разрезать на 3 примерно одинаковых по толщине коржа. Кстати, сейчас вы можете увидеть, каким красивым и очень аппетитным бисквит получился в разрезе. Даже визуально видно, что он очень нежный, не пересушенный и очень воздушный. Когда бисквитные коржи подготовлены, можно заняться вишней, которая у меня тоже простояла ночь в холодильнике. Процеживаем ягоды через сито и оставляем, чтобы с ягод стек весь сок. Сок не выливаем, именно его мы будем использовать для пропитки коржей. А теперь самое время заняться кремом. Достаем хорошо охлажденные сливки с шоколадом и переливаем их в удобную для взбивания более глубокую миску. Добавляем примерно 100 граммов сахарной пудры, чтобы при взбивании пудра не разлетелась по всей кухне. А затем начинаем взбивать сливки миксером. Наша задача добиться легкого загустения массы. Теперь нам понадобится 450-500 граммов сливочного сыра, который мы начинаем вводить в сливочную массу небольшими порциями. При этом каждую новую порцию сыра тщательно вмешиваем миксером до полной однородности. Отмечу, что для приготовления крема в идеале, конечно, использовать маскарпоне. Но если его под рукой нет, можно самостоятельно приготовить отличную замену. Для этого достаточно заранее отвесить примерно 700 граммов 20% сметаны в нескольких слоях марли. В результате вы получите около 450-500 граммов очень нежного сливочного сыра, который прекрасно подойдет для этого торта. Но вернемся к крему, который после добавления всего сыра должен получиться вот таким густым, гладким и очень нежным. Такой крем отлично держит форму и прекрасно сочетается с насыщенным шоколадным бисквитом. Ну а теперь наступает самый приятный этап – сборка торта. Выкладываем первый шоколадный корж на блюдо или подложку, а затем берем сок, который стек с вишни, и хорошо пропитываем бисквит примерно третью вишневого сиропа. Сверху распределяем примерно третью часть крема. Я, кстати, для удобства заранее разделила крем по 3 кондитерским мешкам
И у меня получилось примерно 230 граммов крема на каждый корж. Затем на слой крема выкладываем примерно половину сцеженной вишни, стараясь распределить ягоды более или менее равномерно. Накрываем вишню вторым коржом, снова пропитываем его сиропом, распределяем вторую часть крема и выкладываем оставшиеся ягоды. Потом накрываем торт последним коржом и пропитываем его остатками сиропа. Чтобы торт получился максимально ровным, оборачиваем его ацетатной пленкой и устанавливаем вокруг него кондитерское кольцо. Накрываем сверху пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 5-6 часов. Но, как вы уже, наверное, догадались, лучший результат получится, если оставить его пропитываться до следующего дня. За это время крем полностью стабилизируется, бисквит пропитается вишневым сиропом, а все вкусы соединятся в одну гармоничную композицию. Перед подачей снимаем кольцо. Оставшейся частью крема покрываем верх и бока торта и украшаем шварцвальд по своему вкусу. Я, например, для украшения использовала измельченную верхушку шоколадного бисквита, смешанную с тертым шоколадом. Сверху я добавила несколько шоколадных хлопьев и коктейльную вишню. Получается очень красиво, празднично и при этом полностью в классическом стиле Шварцвальда. Ну а теперь самый приятный момент. Давайте разрежем торт и посмотрим, каким он получился внутри. Вы только посмотрите на этот разрез. 3 нежных шоколадных коржа полностью пропитались ароматным вишневым сиропом, но при этом отлично держат форму. Крем получился воздушным, гладким и шелковистым, а сочная вишня добавляет приятную кислинку, которая великолепно оттеняет насыщенный вкус шоколада. Именно за этот контраст шоколада, сливочного крема и яркой вишни этот торт уже много десятилетий остается одним из самых любимых десертов во всем мире. Обязательно попробуйте приготовить его дома. Да, времени потребуется немного больше, чем для обычного торта, но поверьте, результат полностью оправдывает каждую потраченную минуту. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!